Со мной в студии финансовый консультант Юлия Леви, адвокат Аркадий Люгулашвили и заммэра Аждода, также адвокат Эли Нахт. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, ваша очередь. Сегодня интересная новость пришла. Темпы продаж жилья в нашей стране наконец пошли на спад. До этого был постоянный рост. Тут Минфин и Центральное статистическое бюро Эли опубликовали данные о количестве купленных квартир с декабря по март этого года. И оказалось, что все 4 месяца продажи снижались, и они очень уступают прошлогодним показателям. Что может быть тому причиной, и идет ли речь о тенденции? Ну, я считаю, что тут есть 3 главные причины. Первое – это в том, что был поднят налог для инвесторов, которые покупают недвижимость. То есть это изменило налог от 5% к 8%. То есть это 3% от стоимости квартиры, которая, да, немножко спугнула людей, которые то есть решили не покупать недвижимость в Израиле, а может быть где-то в других местах. То есть это первая причина, которая просто если инвестор в свое время покупал, потому что это было выгодно, то сейчас это не так выгодно, как это было в прошлом. Это первая причина. Вторая причина – Мехир лемиштакен. Это известная программа, которая должна была дать людям какую-то, так сказать, какую-то надежду. Некоторые в ней немножко разочаровались, то есть как бы некоторые еще ждут. И то есть это опять же немножко дает спад. И третья причина заключается в том, что строительные компании, те же кабланим, те же строители, которые продают эти квартиры, они на данный момент поняли, что как бы тенденция идет на то, что квартиры продаются подороже к концу проекта, а не в начале, и поэтому они просто придерживают квартиру. То есть если раньше они хотели как можно быстрее распродать, сейчас они говорят, нам выгоднее подождать, выгоднее, может быть, взять какие-то суды, может быть, даже дороже, чем было раньше, именно потому, что нам как бы им выгоднее выдержать и продать их побольше. То есть эти 3 причины приводят к тому, что просто меньше покупается, меньше продается. И будет, конечно, очень интересно понаблюдать, на самом деле, если это тенденция или что-то временное, потому что спрос в Израиле на недвижимость все еще высок. Те 4 тысячи, которые вы упомянули, это, конечно же, недостаточно. В Израиле есть очень большой, так сказать, спрос. Мы сейчас ожидаем репатрации из России и Украины, которая уже началась. В Израиле очень много рождаемости, очень большое население, поэтому я Из считаю, своих что бездомных, да, ну, в хорошем смысле. Бездомных, у которых, может быть, даже нет средств на эти покупки. Но как бы тенденция такая, что пока это так, я не думаю, что это будет очень долгосрочно, если же, конечно же, мы не увидим какие-то тенденции. Кстати, еще одна причина – это то, что говорят о том, что суды будут дорожать. То есть мешканты, те же суды на покупку. Кстати, да, растет доллар, у нас инфляция, повышается банковская ставка. Да, то есть люди немножко осторожнее на это смотрят. То есть как бы если раньше все покупали, потому что было, в принципе, довольно-таки стабильно, сколько мы будем платить за мешканту, то сейчас люди немножко более как бы опасаются. То есть все эти причины приводят к тому, что на данный момент мы видим немножко, так сказать... А как сильно вырастут проценты по судам? Ну, тут сложно знать, потому что никто не из нас не знает. Это, конечно же, будет очень зависеть от того, что произойдет во всем мире. В плане инфляции пока что Израиль относится к тем странам, в которых еще не так чувствуется эта инфляция. Но, опять же, мы не можем знать, потому что тут есть очень, так сказать, очень аномальные такие вообще макрофинансовые тенденции, которые сейчас происходят. И мы говорим о том, что доллар очень скачет, мы говорим о том, что крипто падает, мы говорим о том, что биржи тоже... Нестабильно в последнее время, да? То есть, как бы, в этой ситуации люди, может быть, немножко, на самом деле, предпочитают придержать деньги, то есть иметь какие-то средства на случай, если будет какой-то крах или какой-то прах. Кстати, есть такие экономисты, которые говорят, что будет очень сильный спад экономики в ближайшие года. То есть, как бы, это тоже очень влияет на то, что человек предпочитает быть более осторожным и не брать какие-то большие риски, которые в более стабильной экономике он бы, может быть, и взял. Юлия Леви, Эли Нахт, Аркадий Люгулашвили. Большое спасибо. Спасибо вам.